Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Меня зовут Алина. Добро пожаловать на мой канал «Настоящая Турция». На востоке Турции продолжаются небольшие землетрясения. Так, например, у нас в городе Элязы, в центре, было сегодня небольшое землетрясение 4,6 балла. Сейчас живем в другом районе, мы в центре не остались, мы уехали к брату Османа домой. Он живет в районе Аташехир, и мы немножечко почувствовали это землетрясение. У нас трясло люстру немного. Дети, конечно же, испугались, подбежали к маме, сразу спрашивают, мы выходим или нет на улицу. Мама их успокоила, сказала, что нет, все хорошо. Особо смысла выходить не было, потому что толчки были минимальные. Если вас интересует, какие землетрясения в каком городе происходили, внизу под видео я оставлю ссылку на один сайт. Это сайт, на котором каждые несколько минут публикуют данные о происходящих землетрясениях в Турции. Так, например, вы видите дату, время, название страны Турция и 4, 3, 2, 3, 8 — это баллы землетрясения. Так, у нас, например, сегодня в Турции, в городе Элазиг, в центре 4,6 балла. Многие люди остались без домов в Турции, и поэтому сейчас начинают переезжать в другие города, и Элазиг не стал исключением. Так, например, у нас с Адыямана и Малатьи родственники ищут сейчас квартиры. В принципе, мы тоже сами ищем, хотя мы с Элазига. Ну, не в этом суть. Ищут они квартиру на аренду, но найти никто не может, потому что все продают квартиры, а сдавать никто не хочет. Продают, наверное, по той причине, что хотят забрать вложенные деньги. Если раньше они планировали эти квартиры сдавать, то сейчас они решили вернуть деньги. Также в прошлом видео многих удивили цены, которые я назвала на квартиры в Элазиге, на аренду. Ну, во-первых, я хочу сказать, что наш Элазиг очень такой небольшой городок, скажем так, всего лишь 700 тысяч населения. Это во-первых. Во-вторых, он не курортный город, иностранцы сюда приезжают очень редко. Многие были в шоке, что 3000 это дорого за квартиру, 3000 лир. Цены я называю в лирах, так как я живу в Турции, и я не риэлтор, чтобы называть цены в евро или в долларах. Итак, цены в лирах, поэтому 2 или 3 тысячи лир за квартиру для нормального обычного турка это дорого. Этим летом, например, у нас многие начали переезжать в Токи. Токи — это те дома, которые построило государство для людей после землетрясения. Например, с Элазига, у нас в Элазиге раньше стоила квартира 1200. Если 1500, люди переезжали в Токи за 700 или 800 лир. Никто переплачивать сумасшедшие деньги здесь не собирается за жилье. К сожалению, арендодатели, которые могут сдать свои квартиры в аренду, сейчас очень завышают цены, не идут на уступки людям. Поэтому происходит то, что происходит. К сожалению, эта практика в Турции уже не первая. Также у нас было и до того, как многие приехали из России, из Украины в Анталию, вообще на побережье. Поэтому удивляться нечему, это все ожидаемо. Очень жаль людей, которые пострадали после землетрясения, остались без жилья, без вещей, вообще без каких-либо средств к существованию. В надежде они едут в другой город, они ищут жилье, а здесь оказывается, что люди намного хитрее, намного больше любят деньги, чем хотят помочь. Поэтому такая ситуация происходит сейчас так по всей Турции. У нас уже потихоньку то, что стоило раньше 2000, сейчас уже практически 4. Я думаю, это не конец. Для обычного среднестатистического турка, который работает только один в семье, скорее всего, это в основном так, потому что у нас в Турции жены не работают.
сидят дома, смотрят за детьми. Также детей в семье как минимум двое, а то трое, там у кого насколько сил хватит. И плюс это минимальная зарплата 8,5 тысяч на такую огромную семью при съемном жилье, еще плюс дети учатся, плюс какие-нибудь кружки. Даже тот самый сервис сейчас стоит 400 лир в месяц. Даже если наши цены на аренду поднимутся до 4000, до 5, это очень дорого. Также из Малайзии наша родственница пыталась сегодня устроить дочь в школу. Так как забрать документы с прошлого места не получается, я думаю, что там как-то дирекция все-таки решит этот вопрос школы. Получается, она сегодня обошла 2 или 3 школы, и только в последней ей удалось подать документы. В предыдущих школах ей отказали из-за того, что очень большой наплыв детей из соседних городов, в классах минимум 40 человек. Это очень много, поэтому уже отказываются брать детей в школу. Слава богу, она нашла место в другой школе. Она также спросила за учебники, за материалы для учебы, за школьную форму. Ей сказали, что это все выдает государство. Раньше это все покупали родители. Весь турецкий народ сплотился, все помогают друг другу. Так, например, на торговых площадках Турции есть продукты и товары, которые можно купить и напрямую отправить в АФАД. АФАД — это управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. Данные товары можно найти на Трендьоле. Нажимаем на черную иконку, у нас высвечиваются товары, которые мы можем приобрести, но они придут не нам, а нуждающимся, а точнее в АФАД, который им передаст данные продукты. Как мы видим, здесь еда, сахар, крупы всевозможные, также салфетки, детские памперсы. Также карематы, спальные мешки. Так как сейчас у нас очень холодно, это товары первой необходимости. Также грелки. Также можно приобрести карты поддержки от каждого фонда. Здесь представлены такие карты. Каждая карта стоит 50 лир. Ее можно приобрести, и данные деньги пойдут на помощь людям, которые пострадали во время землетрясения. Также торговая марка Караджа на своем сайте тоже повесила объявление, что мы можем приобрести любые товары, которые будут в свою очередь отправлены в АФАД. В рамках программы «Турция. Единое сердце» были проведены эфиры, на которые были приглашены звезды. Они принимали звонки от людей, которые жертвовали деньги. Те, кто жертвовал больше 100 тысяч лир, их имена показывали на экране, а те, кто пожертвовал больше 500 тысяч лир, их подключали к прямому эфиру. В этой трансляции участвовали такие звезды, как Халид Эргенч, Ханде Эрчель, Бурак Ащевид и прочие. На данной трансляции было собрано 115 миллиардов турецких лир или же 6 миллиардов долларов. Данные средства пойдут на помощь пострадавшим во время землетрясения. Распоряжаться ними будет АФАД. В Катаре также были проведены эфиры. Во время одного из таких эфиров эмир Катара пожертвовал 13 миллионов долларов. В социальных сетях процветает мошенничество. Люди пишут посты с поддельных аккаунтов, просят перевести деньги на криптокошельки и потом, к сожалению, пропадают. Конечно же, заранее они пишут, что предоставят все возможные чеки, отчеты о потраченных средствах, но потом аккаунт просто удаляется и деньги пропадают. Поэтому, если вы хотите помочь турецкому народу, лучше отправляйте деньги в АФАД или проверенным людям. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.